Тем вечером я вышла вынести мусор, как делаю это всегда. Это стало для меня почти ритуалом. Небольшая прогулка перед сном, способ немного проветрить голову и отвлечься от забот дня. На улице уже стемнело, небо затянуло сизыми облаками, под ногами шуршали обломки сухих листьев, с треском ломались подмерзшие веточки кустов. Было тихо, даже слишком. Ни голосов соседей, ни случайных прохожих, словно весь двор вымер. Воздух был прохладный, почти морозный, но дышалось легко. Я направилась к мусорным бакам, привычно держа мешок в руке. Все как всегда, рутина, не стоящая внимания. Но вдруг я услышала мяуканье. Очень тихое, будто кто-то просил о помощи, но боялся быть услышанным. Звук был настолько хрупким и неуверенным, что я даже не сразу поняла, откуда он доносится. Я остановилась, прислушалась. Показалось, может, где-то вдалеке кошка с кем-то переговаривается. Все-таки бывают у нас во дворе бездомные кошки. Они иногда промышляют у баков, особенно зимой. Я уже было повернулась, чтобы пойти обратно, но снова. Мяу. На этот раз звук был отчетливее, ближе. Я достала телефон и включила фонарик. Свет упал на баки. Я обошла их, заглянула за спины, подняла крышки, но ничего. Ни следа животного. Стало немного тревожно. Может, кто-то попал в ловушку? Может, котенок упал в контейнер и не может выбраться? Я не люблю заглядывать в мусорные баки. Все-таки это довольно неприятное занятие. Но ощущение, что кто-то нуждается в помощи, пересилило отвращение. И вот снова мяу, совсем рядом. И уже ясно, что звук идет изнутри одного из баков. Я осторожно наклонилась, посветила фонариком внутрь и замерла. На меня из темноты смотрели два огромных, выразительных глаза. Это была кошечка. Невероятно пушистая, даже на первый взгляд видно, породистая. Шерсть длинная, в несколько слоев, и, несмотря на весь мусор вокруг, она выглядела почти сказочной, словно пушистое облачко, случайно упавшее с неба прямо в этот контейнер. «И почему мы сидим в таком ужасном месте?» Невольно проговорила я, глядя на бедняжку. Кошечка не испугалась, не убежала вглубь, как делают обычно уличные животные. Она посмотрела на меня с каким-то удивлением и доверием одновременно. Затем громко замурчала, так искренне, что сердце сжалось. Она стала мять тряпочку, на которой сидела, как будто показывая: «Смотри, я тут уют устроила. Все хорошо, правда». Я осторожно достала ее из контейнера, стараясь не напугать. В руках она оказалась совсем невесомой, легкой, как перышко. Пушистая, но при этом настолько хрупкая, что я сразу поняла. Кошечка не просто одинока, она еще и обессилена. Как она туда попала? Сама влезла? Или кто-то сбросил ее туда, как ненужную вещь, как старую игрушку, которая больше не радует? Я принесла ее домой. На свету стало понятно, что внешний вид обманчив. Все это облако из шерсти — сплошной обман. Под пушистым слоем скрывались страшные колтуны. Волосы свалялись настолько сильно, что отделялись от кожи целыми пластами. Колтуны буквально отваливались и оставляли за собой голые, раздраженные участки кожи. Я была в шоке. За свою жизнь я встречала немало кошек, но такого состояния не видела никогда. Это не просто запущенность, это настоящее мучение. Я попыталась расчесать ее, хоть немного привести в порядок. Но каждая попытка натягивала кожу, причиняя боль. Я испугалась повредить ей кожу, поэтому остановилась. Тем не менее, кошечка, которую я уже про себя назвала Мартой, не вырывалась. Она вела себя так, будто понимала, что я хочу ей помочь. Она терпела и даже мурлыкала, старалась повернуться поудобнее, словно подыгрывала моим попыткам. Наутро я отвезла Марту в кошачий салон к опытному грумеру.
Женщина, увидев мою находку, ахнула. «Это что? Это же катастрофа!» Она призналась, что за всю свою карьеру видела многое, но такое впервые. Волосы были настолько перепутаны, что спасти их не представлялось возможным. Пришлось стричь почти под ноль, оставив лишь хохолок на спинке, шерсть на хвосте и немного на голове. В итоге Марта стала похожа на миниатюрного динозаврика. Забавно и трогательно. И все это время она мурчала. Даже когда машинка стрекотала у самого уха. Даже когда ножницы щелкали в сантиметре от кожи. Ни одной царапины, ни одной попытки вырваться. Грумер была в восторге от ее характера. Это не кошка, это ангел с хвостом. Когда стрижка была закончена, мы вдруг заметили, что у Марты круглый живот. Очень округлый. Настолько, что стало очевидно, это не просто хороший аппетит. Мы решили не гадать и поехали в ветеринарную клинику, где сделали УЗИ. Результат был ошеломляющим. Марта беременна. И не просто беременна, она вот-вот должна родить. Внутри нее было 3 котят. Стерилизовать кошку на таком сроке было нельзя. Это могло стоить ей жизни. Мы приняли решение оставить все как есть. Купили ей специальную мягкую одежду, чтобы прикрыть обритые участки тела и защитить от холода, и отправили в уютную гостиницу для животных, где был оборудованный родильный блок. Через 3 дня Марта родила. Я не могу передать словами, каким чудом были ее малыши. Маленькие комочки шерсти, пищащие, крохотные, но такие живые. Марта оказалась заботливой матерью, не отлучалась от них ни на минуту. Она вылизывала их, грела своим телом, а когда я приходила навестить их, встречала меня громким мурчанием и нежным взглядом. С того момента наша жизнь изменилась. Марту больше никто не бросит в мусорный бак. Она нашла дом, любовь, заботу и новую жизнь. Не только для себя, но и для 3 малышей. А я поняла, что даже самый обычный поход выкинуть мусор может обернуться чудом. Главное услышать тот самый еле слышный мяу.